Соскучились? С вами снова Павел Чар. Продолжаем передачу «Пересказ». Игра Shin Megami Tensei. Новая карта получена из монастыря. Чтобы не блуждать бесцельно, самураи решают найти базу сил противодействия демонам. В метро встречаем людей, обращая внимание на бар, который подозрительно смахивает на таверну К. Охотники – эдакие местные самураи. После поисков натыкаемся на демонов возле реки, которые помогают перебраться на другую сторону, когда мы приносим им голову одного чудища. У входа в базу разбираемся с знакомыми тубоголовыми ребятами. Внутри находим черного самурая! Вернее, лишь схожие доспехи. Боевой костюм демоника, сообщает Броуз. Форма членов сил сопротивления, сформированных правительством для истребления внезапно появившихся демонов. Сейчас не активны, вероятно, распались. Вскоре получаем доступ к местному компьютеру. Броуз говорит, что это место ей знакомо, и начинает копировать информацию. Габи передает задание найти различные мистические реликвии. Среди разрухи и трупов встречаем обычную японскую школьницу с обычным именем Хикару, который является обычной отсылкой к Люции. Не может быть! Нет, слишком просто. Хикару рассказывает, что заинтересована в путниках, про которых уже все говорят, и советует направиться к книжному магазину, раз уж они охотятся на черного самурая. Какая осведомленность и предусмотрительность! Сразу видна вся обычность девушки. Попутно в наших странствиях сталкиваемся с людьми, ставшими мутантами после употребления Реда, пилюль красного цвета. Демоны тоже жрут таблетки. Если очень повезет, то вместо людей. Распространяется дурь через людей Таямы. Сектанты Кольца Гаи ненавидят Таяму за это. В общем, убив нескольких главарей, получаем талисман, нужный, чтобы снять огненный барьер возле района с книжным магазином. Одна из секты, Кага, очень впечатлена нашими действиями. Вскоре мы встретимся с ней вновь, когда ее и дюжину других сектантов будет пожирать демон. Но получив несварение от этой загадочной женщины, он станет уязвим, и мы победим. Серьезно? Вполне. Наконец, после всех скитаний пришла пора встречи с черным самураем. Да, происходит это как раз, когда Изабелл радуется, что сможет дочитать свою мангу. Черный самурай спрашивает, как нам в Токио, понравилось? И даже не сопротивляется, когда мы говорим, что отведем ее в Микадо. На следующее после возвращения утро Хьюго и Габи говорят, что монастырю нужно больше мистических реликвий из Токио, а еретичку публично казнят на площади. Перед смертью с нее снимают шлем, и женщина оказывается вылитой копией Габи. Молодые самураи начали понимать суть. Я оживу и вновь поведаю об этом, неся знания. Топор палача оборвал ее речь и жизнь. Утром друзей вызывают в монастырь. Задание Габи – привести неких персон из страны нечистых. На месте выясняем, что могущественных союзников церкви, плененных бестиями в Токио, не смогли убить, но заковали в маски, воздействующие на разум и память. Один из стражей с говорящим именем Амадей сообщает, что смертным не нужно знать, кто скрывается за масками. После грозится размазать парней по полу и взять Изабеллу в наложницы. С этим мириться нельзя. Ничего не остается. Спасаем одного за другим нагих узников в масках. Габи в монастыре благодарит нас, сказав, что как только спасенные нами личности поправятся, королевству больше не нужно будет бояться бесов. Затем ошарашивает новостью о том, что черный самурай обещание сдержал, ожил, в Токио сбежал. Это известно со слов выжившего стражника. Нужно добить беглянку. Друзья на площади обсуждают, каково это – убивать уже умершую однажды женщину, и как быть с кодексом самураев, гласящим, что людей нужно защищать, а не уничтожать. В итоге решено задачу выполнить, чтобы черный самурай не вернулся, ведь в противном случае людей охватит паника. Нас находит собрат и передает сообщение, что нечистый по имени Таяма ждет нас в Сибуе, одном из районов Токио. Хорошо, все равно не ясно, где искать еретичку. Зайдем туда. Там с нами пытается связаться другой самурай. Известный говорит, что он и есть Таяма.
И он с нашим другом, обладателем перчатки, уже заждался в клубе Милтон. На фоне слышим крики о помощи. Очевидно, придется наведаться в гости и вызволять товарища. Возле клуба прихвостень Таямы радует нас новостью, что начальник-то на самом деле в другом месте. Но у него к нам маленькая просьба – убить местного потустороннего стража. Мы же не хотим, чтобы наш друг пострадал. После сражения узнаем, что надо отправиться в район Рапонги, некогда место ночных тусовок и деловых встреч. Наконец, встречаемся с Таямой. Он нам показывает фильм про беззаботных детишек, которых охраняет его банда, и жалуется на то, что сектанты из Кольца Гаи хотят получить доступ к реактору Ямато, обеспечивающему электричеством весь город. Мы должны сделать одолжение – убить лидера секты, Юрико. В занятом людьми Кольца храме предстоит испытание – добраться до зала через лабиринт с монстрами, пока горит свеча. Испытание индивидуальное, но ребята справляются. Огарки у них забирают, самураев скидывают в люк. Проход по пути этики. Еще один обряд. Задают 3 вопроса, и в соответствии с этим на развилках нужно выбрать, в какую сторону идти, что символизирует решимость в ответе. Мнения друзей разнятся, они спорят. Неужели Юрико решила провести это испытание, чтобы рассорить их? «Теперь ты лучше понимаешь, кто ты», — сообщает черный самурай в конце пути. «Можешь звать меня Юрико». Броуз бодро рапортует, что задача убить черного самурая и убить Юрико связаны, так что прикончить придется только одного человека. Отнюдь не человека. Я, демон Лилит, видела мир задолго до появления рода людского. Не я превратила людей в бесов. Это лишь результат их скрытых желаний. В этом мы схожи. Смертные. Я желаю создать мир, в котором нет места слабым. Каждый будет жить, как ему заблагорассудится. Если силой подтвердит свое право на это, я знаю, что такое истинное зло. Тут и случается раскол в команде. «Волтер!» Я сказал, «Остановись, Джонатан!» Истинное зло скрывается в районе Рапонги, в подземном комплексе Таямы. Сходите и проверьте сами, если и после этого не измените свое решение. Я сражусь с вами. Джонатан предлагает убить Лилит тут же, но Волтер отправляется узнать, в чем дело, покинув товарищей. Вскоре вновь встречаем Хикару, которая разговаривает с Волтером. Заметив нас, он уходит, а девушка говорит, что он отправился в кафе «Флорида», расположенное в Синдзюку. Человек по имени Фудзивара знает, как пробраться в нужное место. Также получаем спичечный коробок, служащий пропуском в закрытый клуб. Без него Волтер тоже не пройдет. Как и ожидалось, находим старого приятеля у входа в Флориду и, предъявив свой странный пропуск, встречаемся с Хикару и 2 людьми. Сурового мужика за швы на коже зовут Скин, а тощего хипстера Фудживара. Они знают от самураев от Хикару, устали от жизни в Токио и собираются переселиться в Микадо. Фудживара просит представить их королю, когда придет время, так как они не собираются врываться в Микадо как варвары. В район Рапонги можно пройти через Мидтаун, окраину. Разобравшись с местным стражем, поднимаемся выше и встречаем персонажа, само имя которого значит противоречие. Мастема, искуситель людей с позволения Божьего. Но это мы знаем, а самураям-то откуда? Начинается битва, и вдруг он говорит, что это все шутка, ведь он посланник сильных мира сего, из Царства Света. И участь уничтоженного на входе стражи ему разделять не хочется. Он снимает волшебный барьер, и мы получаем доступ в нужное место. Под землей работник простофиля принимает нас за новеньких. Узнаем, что здесь и производят таблетки РЭД, вытяжку из мозга, нейротрансмиттеры. После такой процедуры доноры остаются по уровню развития детьми. РЭД отправляют бесам, как замену человечины. Вскоре странный сладковатый запах проникает в помещение.
Уолтер вспоминает, что он сын рыбака и бежит неведомо кому рассказать об этом. Джонатан считает себя пластичным и красивым котиком, а Изабелла говорит, что повсюду демоны, это так демонически, что она одемонила от демонизации. Очнувшись в офисе Таямы, узнаем от Джонатана, что чуднее всех себя вел Флинн, бегавший нагим, а уж что носом вытворял. К сожалению, покрасневшая Изабелла прервет рассказ о наших выходках. Таяма напоминает, что задача – убить Юрика, а не рыскать по его фабрике. Хорошо, мол, что страж справился и одурманил ребят. Придется с самурайчиком замарать руки, а на первый раз он всех отпускает. Снаружи на связь выходит Хьюго, который требует без отлагательств появиться в пригороде Микадо. По прибытии обнаруживаем здоровенный кокон. Нас встречает Габи, сказав, что пришло время познакомиться с новыми лидерами этого царства, и ведет внутрь. Знакомьтесь, архангелы. Главный Михаил, властвующий над светилами Уриил, властитель мысли Рафаил и, да, не Габи, а Гавриил, страж рая, предстают перед нами. Гавриил говорит, что волею Господа нашего следил он за людьми на этой земле, но со временем люди стали грешны. Нужно наставить их на путь истинный, а жителей Токио, будя такие появятся в Микадо, устранить. Задача прежняя – уничтожить черного самурая. Снаружи Изабелла вспоминает, что Фудживара и Скин как раз хотели появиться здесь, что при нынешних обстоятельствах означает верную погибель. Девушке нужно придумать, что предпринять. У парней же полярные мнения. Спор доходит до того, что Джонатан решает выполнять волю Божью, а Уолтер отправляется получать знания от Лилит. Здесь первая развилка в игре. Джонатан символизирует закон, Уолтер – хаос, а Изабелла – нерешительный и забитый нейтралитет.